На днях министр образования Башкирии Гульназ Шафикова стала широко обсуждаема в интернете, благодаря ее совершенно безобидному, на первый взгляд, посту в Инстаграм. Питер навевает романтическое настроение. Все собрались здесь, чтобы быть на открытии всероссийского конкурса «Учитель года 2018». Удачи нам всем! В этой публикации министр образования совершила две ошибки. Вот все у вас как на параде. А так, чтобы по-настоящему. Это нет. Во-первых, перепутала слово «навевать», то есть вызывать что-либо, со словом «навевать», означающим «накручивать». Во-вторых, написала неправильно окончание в слове «открытие». Практически молниеносно жители Башкирии выразили свое негодование безграмотным поступком руководителя регионального министерства образования на своих страницах в социальных сетях. Это какой-то позор? Вслед за этим министр прокомментировала ситуацию, назвав ее экспериментом, а затем сначала удалила роковую запись, а потом и свой аккаунт в Инстаграм. Учитывая, во-первых, что это был далеко не первый, содержащий грамматические ошибки, пост министра образования Башкирии в социальных сетях, и, во-вторых, отсутствие полноценного отчета о произошедшем со стороны чиновника, мы можем только догадываться о том, что на самом деле она имела в виду, говоря об эксперименте. Она взяла ботинок, приподняла его за шнурок и отпустила руку. А ботинок так и остался висеть в воздухе. Возможно, Гульназ Шафикова, родным языком которой является башкирский, учитывая ее предыдущий временами неудачный опыт размещения записи в интернете, просто хотела создать свой первый в этом учебном году пост на русском языке без грамматических ошибок. Затем, узнав из новостей, что в каждом из опубликованных предложений было всего по одной ошибке, министр образования прокомментировала свой пост. Эксперимент удался. Товарищ Кузькин. Ага, Кузякин. Владимир Валентинович. Ага, Василий Егорович. Ну правильно, у меня профессиональная память. Либо, может, это был эксперимент Министерства образования Башкирии над русским языком, с учетом того, что еще совсем недавно из Госдумы доносилась идея о том, что обучение иностранным языкам в школе необходимо сделать платным. Возможно, что Республика Башкирия в лице вышеназванного министра таким образом решила прозондировать обстановку со знанием русского языка в регионе. Гульназ Шафикова, узнав, что ее земляки отреагировали на провокацию, сделала вывод, что жители Башкирии отлично знают русский язык. После чего она начала подготовку законопроекта о платности изучения русского языка в школах Башкирии, поскольку русский язык башкиры и так знают, а ей он только мешает в Инстаграм посты выкладывать. Душили. Либо же министру образования Башкирии просто надоело постоянно своими действиями демонстрировать народу сюжет русской пословицы «сапожник без сапог», и она решила сменить карьеру чиновника на карьеру блогера в Инстаграм, думая, что перед ней откроются куда большие просторы для творчества. В настоящее время каждый имеет свое право. Но как минимум за буквы в постах уж точно никто не будет цепляться. Друзья, если серьезно, то этот случай мог произойти с каждым и в любом регионе нашей страны. На мой взгляд, самый важный урок, который можно из него извлечь, это то, что ведение чиновником аккаунта в социальных сетях – это не только альтернативная платформа для самовыражения, но и потенциальная угроза для его карьеры. Будьте терпимы друг к другу, все могут ошибаться. Ну, кроме министров образования, конечно. Шутка. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором», чтобы быть в курсе последних новостей из сферы образования. И не только, с долей авторского юмора. Спасибо всем за внимание, пока!